Привет, сегодня поговорим про ивент-систему в Spine. События недоступны в Spine Essential, поэтому если не планируете приобрести платную лицензию, можете пропустить этот урок. Что же такое событие в Spine? Ну, в принципе, и не только в Spine. Это такое общепринятое понятие, если мы говорим о гейм-индустрии. Так вот, событие– это триггер, по которому что-то происходит во время анимации. В Spine событие также может быть настроено на воспроизведение звука, но в остальном событие предназначено для работы в игровом движке, например, в Unity, где можно написать код для выполнения любых действий в ответ на событие. Например, создать эффект частиц при ударе оружия о что-либо. Нужно понимать, что хотя воспроизведение звука для звуковых ивентов является функцией Spine, Spine Runtimes в Unity не управляет воспроизведением звука. Для того, чтобы звук воспроизводился в ответ на аудио-ивент, необходимо создать скрипт для обработки событий и воспроизведения соответствующего звука. А вот видео, которое экспортируется из Spine, может содержать звук, настроенный в аудио-ивентах. Давайте рассмотрим, как создать ивент. Значит, события создаются путем выбора в иерархии ноды Event и нажатия на кнопку «Новое событие». Записываем название события, нажимаем Enter. И вы видите, что в ноде Event создалось новое событие с названием, которое мы указали. Это единица. Рассмотрим свойства события. Значит, свойства integer, float и string представляют собой значения, которые дают дополнительную информацию или контекст для события. Они не влияют на событие, а просто являются такой своеобразной заметкой. Допустим, наше событие, которое называется 1, это событие, которое должно запускать систему частиц, которые будут имитировать искры от удара. Но у нас есть разные типы оружия и разные типы поверхностей. Для них нужны разные системы частиц. Так вот, можно указать, какую систему запускать, используя разные значения этих свойств. Свойство integer хранит в себе целое число без дробной части. Это 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, включая отрицательные числа. И этот слайдер, это значение можно анимировать. Далее у нас идет свойство float. Float хранит в себе число, которое может иметь дробную составляющую. Это то же самое, что integer, но может быть дробным. То есть вы видите, что здесь появляются и отрицательные, и положительные числа, но они могут включать в себя дробные части, то есть минус 6,8. Это значение также может анимироваться. Далее у нас идет значение string. Значит, это значение хранит в себе строку. Можно написать что угодно, допустим, sword. И в контексте с нашим ивентом, который запускает систему частиц, которая будет имитировать искры от удара о что-либо, мы будем понимать, что это событие для мяча. То есть нужно будет задействовать именно те искры, которые используются для мяча. А в другом кадре мы можем указать здесь, допустим, spear. И будем понимать, что это же событие в другом кадре будет использоваться именно для копья, для генерации искр для копья. Это значение также можно анимировать. Далее у нас идет свойство аудиопути. Если здесь задан путь к аудиофайлу, Spine будет воспроизводить соответствующий аудиофайл, когда во время воспроизведения анимации будет встречаться ключи для этого события. После установки пути к аудиофайлу событие становится аудиособытием и появляется свойство громкости и баланс. Давайте я выберу уже готовое аудиособытие, а потом мы рассмотрим, как его создать. Вы видите, что у нас здесь присутствует путь к аудиофайлу, а также появились два новых свойства – это громкость и баланс. Громкость устанавливает громкость воспроизведения аудиособытия при воспроизведении именно в Spine. То есть вы должны понимать, что эта громкость ни на что не влияет, кроме как на воспроизведение аудиоклипа в Spine. И сделана она для удобства. То же самое касается и баланса. Он устанавливает баланс аудиособытия при воспроизведении именно в Spine. Для двухканального звука это значение устанавливает громкость левого и правого канала. Для одноканального звука этот параметр изменяет направление звука влево либо вправо. Давайте перейдем в ноду аудио. Нода аудио в иерархии содержит путь к папке, в которой Spine мониторит аудиофайлы формата WAV, MP3 и OGG. Для указания пути можно использовать вот эту кнопку, также по той же логике, как и для указания изображений. После того, как путь задан, аудиофайлы появятся в ноде аудио. Также можно отметить, что Spine следит за папкой аудио и загружает любые изменения в аудиофайлах. Если вы добавите в папку аудио на вашем компьютере какой-либо аудиофайл, он автоматически появится и в ноде аудио в Spine. По умолчанию отображаются только первые 2000 аудиофайлов, найденных в папке аудио. Это позволяет избежать сканирования миллионов файлов при случайном указании неверного пути. Если снять флажок Limit Scanning, то Spine будет искать более 2000 файлов. Итак, давайте рассмотрим, как создать аудиособытие. Для этого мы выбираем один из созданных ивентов, допустим, это будет у нас тот ивент, который мы создали. В свойстве аудиопуть мы должны указать путь к нашему аудиофайлу. Давайте выберем woodhit.mp3 и нажимаем ОК. Вы видите, что наше событие с названием 1 превратилось в аудиособытие. Поменялся значок нашего события с простого события на аудиособытие. А также у нас появились дополнительные свойства, это громкость и баланс. И теперь аудиофайл woodhit воспроизводится при запуске данного события. Есть и другие способы создания аудиособытий. Можно перетащить аудиофайл на событие в иерархии. Давайте удалим из нашего аудиособытия 1 путь к аудиофайлу, просто удаляем, нажимаем Enter, и оно превращается в обычное событие. Теперь мы можем просто перетащить аудиофайл на это событие. Перетащив его, вы видите, что у нас создалось аудиособытие, и путь указан к этому аудиофайлу, который мы выбрали. Также можно создать аудиособытие, просто перетащив аудиофайл на название ноды Events. Перетащив, вы видите, что у нас создается новое аудиособытие с названием нашего файла, что в принципе удобно. Давайте удалим это событие. Кроме того, можно создать новое аудиособытие, выделив аудиофайл и нажать кнопку «Новый ивент». И вы видите, что у нас также создалось новое аудиособытие с названием нашего аудиофайла. Давайте удалим его. Также вы можете выбирать одновременно несколько аудиофайлов, нажимать новое событие, и для каждого из этих аудиофайлов будет создано аудиособытие с названием этих файлов. Удаляем.
Как вы уже заметили, в ноде аудио каждый аудиофайл имеет либо зеленую, либо красную иконку. Если иконка зеленая, это значит, что данный аудиофайл используется хотя бы в одном из ивентов. Если иконка красная, значит, этот аудиофайл еще не был использован. Давайте посмотрим в ноду с ивентами. Если точка видимости рядом с ивентом в иерархии снята, то аудиофайл не будет воспроизводиться. Так же, как вы видите, события можно группировать в папки. То есть у меня здесь вот создана папка, в которой лежит одно событие. Для того, чтобы создать папку, вы нажимаете на событие, которое вы хотите положить в папку, и нажимаете «Новая папка». Называйте эту папку как-нибудь, и у вас теперь это событие перенеслось в данную папку. Вы можете перетащить это событие в другую папку, а также, в принципе, в ноду Event, чтобы убрать из всех папок. Тут все работает так же, как и со скинами. Давайте теперь поговорим про анимацию ивентов. Перейдем в режим анимации. Итак, как вы помните, у нас есть вот такая анимация. Давайте я выключу видимость костей. Допустим, нам нужно сделать так, чтобы в момент замаха молота воспроизводился звук рассекания ветра, а в момент удара молота о землю воспроизводился звук удара. И из места удара сыпались искры. Давайте сейчас удалим все ивенты, которые у нас есть. Нажимаем «Удалить». Окей. Итак, мы удалили все наши события. Давайте снова перейдем в режим сетапа и сделаем 3 события, которые нам необходимы для решения нашей задачи. Это будут 2 аудиособытия и одно обычное событие. Создаем первое событие, называем его Particle. Это событие нужно для того, чтобы в нужный момент можно было включить искры. Называть события вы можете как угодно, но лучше, чтобы было понятно всем, что оно значит. Итак, у нас есть одно событие. Давайте создадим еще 2 события с названиями Swing и Hit. Эти 2 события у нас будут аудиособытиями. Теперь нужно перенести нужные аудиофайлы на эти события. Для Swing я выбираю аудио со звуком рассекания ветра, а для Hit выбираю звук удара. Давайте просто перенесем наши аудиодорожки на эти события. Вот так вот. И вы видите, что у нас появилось 2 аудиособытия. Отлично. Все ивенты готовы. Переходим снова в режим анимации. Теперь на таймлайне нам нужно найти момент, когда молот ударяется о землю. Давайте посмотрим, когда это происходит. Это происходит вот в 31 кадре. И мы нажимаем на ключ ивента Hit и ключ ивента Particle. Вот сюда нажимаю один раз и на ключ ивента Particle еще раз нажимаю. Давайте я установлю фильтр, чтобы мы видели только ивенты. Вот вы видите 2 ивента. Event Hit с аудиодорожкой и Event Particle. У нас установлено 2 ключа в 31 кадре. Вы видите, что аудио-ивент имеет продолжительность, равную продолжительности аудиофайла. Таким образом можно видеть, где заканчивается аудиофайл. Вот вы видите, что он практически доходит до 36 кадра, с 31 по 36. А обычный ивент отображается просто ключом на таймлайне. Для аудио нельзя настраивать кривые или плавное затухание звука. Все это делается в движке. Тут вы можете только настроить громкость и другие опции. Но нужно понимать, что это всего лишь для того, чтобы можно было удобно работать с аудио в Spine. В Unity вы самостоятельно настраиваете громкость и другие параметры для аудио. Когда во время воспроизведения анимации встречается ключ события, его название кратковременно отображается над скелетом в окне просмотра. Вот вы видите, что в 30 кадре ничего не появляется, в 31 кадре вы видите, что появляются 2 названия. Это наши 2 ивента отображаются, Particle и Hit. То есть в этот момент Spine нам указывает, что сработали ключи ивентов. Ну и давайте теперь установим ключ для аудио-ивента Swing. Думаю, что где-нибудь вот отсюда надо начинать. Может, даже поздновато. Давайте передвинем немножко. Ну вот. Вроде неплохо получилось. Итак, если у нас много разных аудиофайлов запускается одновременно, допустим, для разных скинов разный звук, то можно выключить ненужные. Для этого снимаем галочку в иерархии нашей ноды Event, и такие аудиоивенты не будут воспроизводиться, когда вы будете запускать анимацию. Но перед экспортом нужно их будет установить назад. Вот вы видите, что сейчас не срабатывают ни аудиоивенты, не появляются надписи, когда эти ивенты срабатывают. Если я их включу, то аудиоивент будет срабатывать. Я сейчас сделаю экспорт этого скелета и посмотрим, как наши события работают в Unity. Итак, я импортировал в сцену нашего персонажа, вот он наш персонаж. Также создал новую Particle-систему, прикрепил к нашему персонажу несколько скриптов. Вот этот скрипт определяет, какие скины будут включены после запуска игры. Вы видите, что у нас здесь выбран Body 1, Head 1, Arm 2, Leg 2 и Weapon 1. Это наш молот. Далее у нас есть скрипт, который отвечает за то, какой аудиофайл будет воспроизводиться, когда будет срабатывать Event Hit. То есть вы видите, что я могу выбрать все наши ивенты, которые мы создавали. Вот наш Event Swing, он был в папке, так что видите, что здесь вот есть папка, и в этой папке находится Event Swing. И для этого ивента у нас будет воспроизводиться аудиодорожка Body Hit. Далее у нас есть скрипт, который отвечает за воспроизведение аудио при срабатывании ивента Swing. А также у нас есть скрипт, который отвечает за действие, которое будет запускаться при срабатывании ивента Particle. В данном случае это Particle-система, она будет запускаться. Вот наша Particle-система. И в этой Particle-системе есть скрипт, который следит за attachment point. Если вы помните, мы проходили в уроке Point Attachment. И вот я сейчас как раз вам покажу, как работает этот Point Attachment. Мы выбираем наш скелет, указываем слоты и вложения. И значит, наша Particle-система будет следить за кончиком нашего оружия, в данном случае хаммера, и срабатывать в момент, когда у нас будет срабатывать Event Particle в анимации. Что ж, давайте запустим и посмотрим, как это все работает. Запускаем. После запуска у нас включатся другие скины, которые мы указали здесь. И как вы видите, вся анимация работает, срабатывает Particle-система. То есть, если я передвину нашего персонажа, вы видите, что Particle-система срабатывает именно в том месте, куда ударяется наша кувалда. Тут какой-то небольшой баг проскакивает. Не знаю, что это такое, ну да ладно.
Вот таким образом, друзья, работают ивенты, которые были сделаны в Spine. На этом на сегодня все. В следующий раз мы более подробно поговорим о панели DocSheet. Всем пока!